Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я хочу связать сумочку спицами. Для вязания мне потребуется один моточек трикотажной пряжи. У меня это бисквит от пряжи Центр. Это пряжа с лицевой нарезкой. Цвет у меня дыня. Здесь в одном мотке 100 метров 330 грамм. Спицы я возьму для вязания этой пряжи номер 7. Круговые спицы брать не обязательно, просто мне будет удобнее вязать вот на этих спицах. У меня это Knit Pro Self Love. Также мне потребуется крючок. В качестве вспомогательного инструмента я возьму крючок номер 8. Берите любой большой крючок. При вязании трикотажной пряжи спицами я рекомендую набор на спицу всегда делать с помощью крючка. Так набранный край будет смотреться аккуратнее. Итак, беру крючок и беру одну спицу. Делаю поворот пряжи крючком. Спицу кладу на нитку, подхватываю рабочую нить, делаю 2 петли. Видите, одна петля на спице, одна петля на крючке. Таким образом, у меня всегда на крючке будет одна петля. Увожу рабочую нить за работу. Здесь хвостик рассчитывать не надо. Набор идет сразу от клубка. В этом тоже плюс такого набора. Снова подхватываю крючком рабочую нить и делаю еще одну петлю. Сейчас у меня 3 петли, да? 2 на спице, 1 на крючке. Таким образом я набираю 15 петель. Получится 14 петель на спице, 1 петля на крючке. Итак, 14 петель на спице, 15 на крючке. Переношу 15 петлю на спицу, и на этом набор закончен. Дальше я буду вязать первый ряд этого узора. Итак, первую петлю я снимаю, это кромочная, увожу нить за работу, подтягиваю кромочную, чтобы она не была слишком большой. И дальше вяжу следующим образом. Первая петля лицевая. Вторую петлю снимаю как изнаночную с накидом, нить на правой спице, вот так. Опять лицевая, петлю снимаю с накидом, нить на правой спице, лицевая, опять петлю снимаю, лицевая, снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая, снимаю. Последняя петля должна быть лицевой, здесь так задумано, поэтому я и набирала нечетное число петель. И самая последняя петля это кромочная, она тоже всегда лицевая. Первый ряд на этом готов. Переворачиваю изделие. Первый ряд это был нечетный ряд, это была изнанка изделия. А вот четные ряды я буду вязать по лицевой стороне. Первую петлю снимаю, это кромочная, увожу нить за работу. И дальше второй ряд я буду вязать все петли лицевые. Но здесь я должна сделать 2 прибавки. Одну в начале ряда и другую в конце ряда. Итак, делаю прибавку, просто накидываю на правую спицу скрещенную петлю. Вот так. И дальше вяжу лицевая. Дальше у меня идет группа из лицевой и накида предыдущего ряда. Эту группу провязываю вместе. Лицевой, естественно. Опять лицевая и вместе лицевой. Да? Опять лицевая, вместе лицевой. И снова лицевая и вместе.
лицевая, вместе лицевой, лицевая, вместе лицевой. Остается 2 петли. Предпоследняя петля — это петля узора. Она будет лицевая. Так задумано. Дальше опять-таки добавляю еще одну петлю. Опять скрещиваю нить на пальце и набрасываю эту петлю на правую спицу. Вот она, добавленная петля из перекрестия. Да? И последнюю петлю я тоже всегда провязываю лицевой. Вот так. Второй ряд на этом закончен. Перехожу к вязанию третьего ряда. Третий ряд опять вяжется по изнаночной стороне, и он должен быть аналогичен первому ряду, но он должен быть к нему как бы в шахматном порядке. То есть там, где мы делали в первом ряду, вот видите, вот они, петля и накид, да, а вот была просто провязанная петля. То есть над просто провязанной петлей теперь будет накид, а над той, над которой был уже накид, теперь будет провязанная петля. Но так как мы добавили одну петлю в начале и одну петлю в конце, то раппорт этого узора здесь будет абсолютно такой же, как раппорт в первом ряду. Итак, первую петлю снимаю, это кромочная, увожу нить за работу, и вот у меня получается добавленная петля. Ее я провязываю лицевой, а следующую петлю снимаю. Нить на правой спице. Опять лицевая, нить на правой спице. Опять лицевая, нить на правой спице. Лицевая, нить на правой спице. Лицевая, нить на правой спице, лицевая, нить на правой спице, лицевая, заканчиваю этот ряд, нить на правой спице, лицевая, которая была добавлена в предыдущем ряду, вот она, видите, из перекрестия, и кромочную провязываю опять лицевой. Третий ряд на этом готов. Перехожу к вязанию четвертого ряда. Ну, четвертый ряд будет аналогичен второму ряду. Опять я вяжу по лицевой стороне, и здесь снова я добавлю одну петлю в начале и одну петлю в конце. И таким образом всего у меня окажется 19 петель на спицах. Итак, первую снимаю, это кромочная, увожу нить за работу, делаю перекрестие и добавляю его на правую спицу. И дальше вяжу лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе, лицевая, 2 вместе. Этот узор, это узор из семейства брioche узоров. Он достаточно рыхлый, он вот не прям плотный, но при этом смотрится очень эффектно, образует необычную текстуру, и, конечно, он очень много кушает пряжи. То есть по расходу, наверное, я могу сравнить его с платочной вязкой. А вот по рыхлости он немного более рыхлый, чем платочная вязка. Последняя петля лицевая. Итак, здесь опять добавляю и кромочную. Кромочную провязываю лицевой. Четвертый ряд на этом закончен. Переворачиваю спицы. И пятый ряд. Опять первую петлю снимаю, увожу нить за работу. И дальше опять я вяжу лицевая. Следующую снимаю не провязанной, да? Лицевая. Петлю снимаю с накидом. Лицевая, петлю снимаю с накидом на правую спицу. Лицевая. Фактически единственные петли, которые мы здесь вяжем, это лицевые. Очень получается простой узор, и если вы уже умеете вязать лицевые петли, то рекомендую присоединяться и связать вот такую сумочку. Простейший узор, изнаночных петель здесь не будет. Итак, вяжу до конца. То есть этот ряд опять ложится в шахматном порядке к предыдущему ряду, но за счет того, что мы набрали по 2 петли в начале и в конце ряда, мы раппорт не смещаем. Так, и заканчиваю.
Теперь 6-й ряд, опять лицевая сторона, больше прибавок я не делаю, и 6-й ряд вяжется следующим образом. Здесь уже не делаю добавления, как я сказала, то есть первую снимаю, нить за работу увожу и вяжу. Лицевая, 2 вместе лицевой. Опять лицевая, 2 вместе лицевой. Ну и работаю так до конца ряда. В конце ряда тоже добавления не делаю, последнюю петлю провязываю лицевой. 7-й ряд вяжется по изнаночной стороне, и он будет в шахматном порядке вязаться относительно 5-го ряда. Ну, будет точно такой же раппорт. Но смотрите, здесь у нас нет уже добавленных петель в предыдущем ряду, и поэтому начнем мы этот ряд не с лицевой, а со снятой петли. Итак, первую кромочную снимаю, увожу нить за работу, и дальше петлю снимаю как изнаночную, нить на правой спице. Видите, вот была петля, снятая в предыдущем ряду, да? Ее видно, она здесь двойная. И значит, ее мы провязываем лицевой. Это вам, чтобы не сбиться, если вдруг что-то собьетесь. А вот здесь этой петли не было, и поэтому эту петлю мы снимаем. Вот опять двойная, ее мы провязываем лицевой. Ну и в общем чередую теперь так. Снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая, снимаю, лицевая. Заканчивается этот ряд снятой петлей, все симметрично, все правильно. И дальше кромочная, кромочную вяжу лицевой. Разворачиваю изделие и перехожу к вязанию 8-го ряда. 8-й ряд вяжется по лицевой стороне, и здесь все то же самое. Первую петлю снимаю, увожу нить за работу и сразу же провязываю петлю и накид предыдущего ряда вместе. Да, затем просто лицевая. Опять 2 вместе лицевой и просто лицевая. И снова 2 вместе лицевой и просто лицевая. 2 вместе лицевая. 2 вместе. Видите, прибавок я здесь не делаю. Прибавки были нужны для того, чтобы получить скругление, чтобы у нас не было острых углов, чтобы получался не жесткий такой прямоугольник с четкими углами, а мягкий прямоугольник со скругленными углами. Вот для этого я сделала, набрала 15 петель и затем добавила немножко прибавок. И видите, какой мягкий и плавный край тогда получается. Так, заканчиваю этот ряд. Лицевая, лицевая, лицевая и последняя кромочная тоже лицевая. Это был 8-й ряд. И теперь 9-й ряд. То есть он будет в шахматном порядке относительно 7-го ряда. Да? То есть 7-й ряд мы начинали со снятой петли, значит 9-й ряд начнем с лицевой. Лицевая, снимаю, 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 лицевая, снимаю. Итак, 9-й ряд готов. И дальше 10-й ряд. 10-й ряд будет абсолютно идентичен с 6-му, и поэтому дальше повторяем с 6 по 9 ряд поворотными рядами на нужную высоту. Провязала я в высоту 26 рядов. Смотрите, как здесь посчитать ряды. Считаем вот эти пипочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 пипочек — это значит 26 рядов. И останавливаюсь я в изнаночном ряду, в 27. В высоту это получается 13 сантиметров провязано. И в 27 ряду я буду делать убавки. Одну убавку в начале ряда и одну убавку в конце ряда.
По рисунку я бы вязала кромочную, снимаю. Дальше должна быть снятая петля с накидом и затем лицевая. Вот петлю с накидом я не снимаю. Я сделаю просто 2 вместе лицевой и дальше продолжу под рисунку. Итак, смотрите. Первую снимаю, это кромочная, не провязанная. Да? Дальше делаю 2 вместе лицевой налево. Итак, первую снимаю, вторую провязываю лицевой и накидываю снятую петлю на эту провязанную. У меня получается 2 вместе налево. И дальше вяжу по рисунку. То есть здесь лицевая, значит снимаю нить на правой спице. Опять лицевая, снимаю нить на правой спице. Лицевая, снимаю. Лицевая, снимаю. Лицевая, снимаю. Лицевая, снимаю. Лицевая, снимаю. Остается 3 петли в конце. 2 провяжу вместе лицевой и 1 кромочная. Здесь мне нужно сделать 2 вместе лицевой направо. Можно просто связать 2 вместе, но мне сложно спицей это сделать. Я помогаю себе крючком. Вставляю крючок в одну, во вторую, подхватываю рабочую нитку и делаю лицевую петлю. Возвращаю петлю на правую спицу. Нить подтягиваю. И последняя петля кромочная, ее провязываю лицевой. Был 27 ряд. Разворачиваю изделие и вяжу дальше 28 ряд. 28 ряд здесь будет вязаться как обычно. Первую снимаю, дальше все петли лицевые. Итак, лицевая, петля с накидом, лицевой, лицевая, петля с накидом, лицевой. И в общем работаю так до конца 28 ряда. 29 ряд. Здесь опять будут убавки. Первую петлю снимаю, это кромочная. Дальше опять 2 вместе, лицевой налево. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, возвращаю первую на левую спицу и протягиваю через нее вторую. Так, получается 2 вместе налево. И дальше вяжу опять по рисунку. Петлю снимаю, нить над работой, лицевая. Петлю снимаю, нить над правой спицей, лицевая. Петлю снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. Снимаю, лицевая. Снимаю. И дальше опять 2 вместе лицевой. Их я провязываю с помощью крючка. Мне так просто удобнее. Это получается 2 вместе направо. Последняя петля кромочная, ее провязываю лицевой. Теперь нужно пересчитать петли. Петля с накидом считается за одну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Должно получиться 15 петель, точно так же, как было при наборе. И последний ряд, это будет закрытие этих петель. Смотрите, беру крючок, первую петлю снимаю, увожу нить за работу. Следующую петлю провязываю по рисунку, это лицевая, провязываю и одну петлю через другую. Дальше 2 вместе по рисунку, провязываю одну петлю через другую. Опять лицевая, одну петлю через другую. 2 вместе, одну петлю через другую. И опять лицевая, одну петлю через другую. Таким образом, край, который получается при закрытии, идентичен наборному краю. Что на таком крупном вязании, как вязание из трикотажной пряжи, очень важно и очень красиво смотрится. Работаю так, пока петли не закончатся. Так, последние 2 петли
лицевая. И последняя петля. Провязываю ее тоже лицевой. Все, на этом вязание этой детали закончено. Немножко вытаскиваю нить и обрезаю ее. Беру ножницы. Таких деталей нужно связать две абсолютно идентичных детали. Поэтому перематывайте видео на начало и вяжите вторую точно такую же деталь. Для боковой детали мне потребуется контрастная нитка. Я набираю 10 петель контрастной ниткой на левую спицу. 11 петля у меня на крючке, и 11 я просто повяжу еще немножко цепочкой из воздушной петель. Это нужно будет для того, чтобы просто с легкостью удалить эту контрастную нитку. Да, контрастная нитка у меня точно такая же, это та же самая трикотажная пряжа. Таким образом, получается, сейчас на спице у меня набрано ровно 10 петель. Итак, беру вторую спицу и теперь свой основной цвет беру и начинаю вязать. Вязать я буду платочной вязкой, то есть все петли лицевые. Итак, первую провязываю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и, соответственно, переворачиваю свое изделие. И снова все петли лицевые. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 10. Ну и так работаю до нужного размера моей детали. Снова переворачиваю, снова все петли лицевые. Я думаю, платочная вязка всем хорошо знакома и всем хорошо любима. Здесь нет ничего сложного. Теперь как же понять, сколько нужно вязать этой платочной вязкой? Да? Я сначала свяжу приблизительно 20 пар рядов, затем начну формировать отверстие, то есть поделю эти петли пополам и буду вязать половиной, да? Провяжу опять какое-то расстояние и затем опять вернусь к провязыванию этой детали целиком и уже потом соединю ее трикотажным швом. То есть таким образом сейчас я вяжу 20 пар рядов. Дальше по обеим деталям делаю абсолютно одинаковую разметку. Кладу последний хвостик, видите, он у меня слева, наборный хвостик, наоборот справа. Вниз отсчитываю 5 петель, вешаю маркер. В этой петле у меня будет заканчиваться цельная деталь и начнется вырез для молнии. С противоположной стороны, вот смотрите, горизонтальная кромочная, я опять считаю 1, 2, 3, 4, 5. На пятую вешаю маркер, то есть здесь вырез закончится. Если вам сложно отсчитать отсюда, то отсчитайте вот от этой петли, да? Вот от этого хвостика это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это будет 11 петля. С этой деталью, со второй, так. Вот она. Здесь делаю идентичную разметку. Тоже 5 вниз, 11 вот от этого хвостика наверх. И складываю их друг к другу изнанкой, да, вот. И вниз от маркеров справа я откладываю еще 1, 2, 3, 4, 5. Вот пятую петлю откладываю. Это нужно просто для того, чтобы симметрично начать пришивать эти детали. Дальше, смотрите, беру вот эту вот деталь, я ее провязала пока 20 рядов и сразу же начну сшивать. Я роняю кромочную одну, самую первую,
и распускаю ее. Сейчас покажу, докуда я ее распускаю. Я ее распускаю до предпоследней петли. Вот, одну вот эту кромочную пока не распускайте. Она здесь вообще лишняя. Вот до этого момента ее распускаю. Беру одну боковушку и крючок. Вставляю крючок в боковушку под кромочную, которая отмечена маркером. Вот она, 4-я была снизу там или сверху. Раз. Я лучше выверну наизнанку, будет удобнее работать. Ее лучше видно. Опять под кромочную, под обе косички. Подхватываю распущенную кромочную. 2. Под кромочную, под обе косички. Подхватываю распущенную кромочную. 3. Опять под кромочную. Подхватываю. 4. Опять под кромочную. Подхватываю. 5. И я пока работаю так, пока у меня есть вот эти кромочные. Здесь вот смотрите, вот этот краешек, здесь тоже все нужно провязать. Тоже нахожу обе дольки косички и точно так же делаю, да. Затем у меня пойдут косички в другую сторону. И так я делаю, пока в общем, есть у меня эти косички и есть что делать. Здесь все подтягиваем. Так, дохожу до завершения вязания. Так, теперь мне нужно продолжить будет вязку, но пока сделаю вот так. Еще одну кромочную вывяжу из рабочей нити и ее провяжу. И вот сюда нужно повесить маркер. Вешаю маркер на открытую петлю, чтобы она просто не распустилась. Отлично. Немножко все подтягиваю, не сильно. И мне нужно теперь провязать один ряд, чтобы нитку увести на другую сторону. Вяжу опять все лицевые. 5. Теперь я увела нить на другую сторону этой боковой детали и роняю кромочные с этой стороны. Да? Снова распускаю их. Здесь я распускаю все желтые кромочные. У меня самая начальная кромочная будет красная, ее не трогаю. А вот желтые я распускаю. Желтые кромочные я распустила, теперь беру вторую деталь. Вот она. Так, лицом вниз ее нужно положить. Так, вот. Вот так она должна лежать, да? Вот два маркера, они лежат, они совпадают. Там та сторона, где по два маркера, эти стороны совпадают. И здесь снова получается ко мне, сейчас она лежит изнанкой. Я вставляю крючок под маркированную петлю, где я отмечала будет начало пришивания. Подхватываю одну кромочную, следующую кромочную под обе дужки, подхватываю вторую и провязываю. Опять под обе дужки подхватываю, провязываю. Опять под обе дужки. Так. Подхватываю, провязываю под обе дужки. Подхватываю, провязываю.
Подхватываю, провязываю. Подхватываю. Здесь тоже не забываю. Так. Вот под эту кромочную, которая смотрится узелочком, но это тоже кромочная. Так. Подхватываю, провязываю. Здесь держу все нитки, чтобы ничего не распустить. И на эту петлю я тоже повешу маркер, чтобы она не распустилась. Смотрите, дальше я буду вязать и буду сразу же сшивать. Да? Я это сделала для того, чтобы моя параллельность сшивания боковушек не сбилась, чтобы мне как-то криво не пришить и не сделать лишнюю работу. Поэтому вот сразу я провязала какой-то отрезок и начала его пришивать. Ну и дальше продолжаю вязать платочной вязкой. Так, петлю с маркером кромочную снимаю, это обычная кромочная. Вяжу все петли лицевые до противоположного края. Так. Так. Здесь вот еще есть одна кромочная, да? Про нее не забываю никогда. То есть ее тоже нужно провязать. Но как ее провязываю? Я возвращаю ее на крючок, вставляю сам крючок в следующую кромочную под обе дужки, подхватываю рабочую нить и провязываю эту кромочную лицевой. И я верну ее на рабочую спицу. Разворачиваю вязание и опять вяжу лицевыми. Кромочную снимаю и все петли вяжу лицевыми. Так. Опять дохожу до последней кромочной и здесь делаю то же самое, что в предыдущем ряду. Я ее надену на крючок и здесь нужно будет вставить крючок. Здесь просто нитка выходит, и кромочные меняют направление. В следующую кромочную, которую мы еще не цепляли. Да? И точно так же подхватываю и провязываю. И сразу же перевожу эту петлю на правую спицу. Снова все петли лицевые. В общем, теперь я вяжу и одновременно сразу же цепляюсь за боковушки своих деталей. Ну, это все сделано для того, чтобы соблюсти идеальную параллельность, симметрию, чтобы не сбиться, чтобы как-то криво не пришить, не сделать лишней работы. Опять дохожу до последней кромочной, убираю спицу, беру крючок, в следующую кромочную подхватываю рабочую нить, одну петлю через другую. Работаю так до вот этих маркированных петель. Они, я напоминаю, обозначают начало вот этого отрезка, где будет молния. Довязала я до петель с маркерами, которые должны обозначать начало отверстия. И дальше, смотрите, беру из центра своего клубка нитку. Теперь я буду вязать и ей тоже. Так, я продолжаю сшивать кромочные для того, чтобы деталь соединилась, да? И здесь добавляю вторую нить. Так, смотрите, что здесь происходит. Здесь уже у меня кромочные пришиты. Первую снимаю. Следующие 4 петли провязываю сперва своей основной рабочей ниткой. То есть я вяжу 1, 2, 3, 4. У меня получается по 5 петель сейчас на каждой спице, это ровно середина. Дальше беру вторую нить и начинаю вязать и ей тоже. Первую петлю здесь снимаю, здесь она получается кромочная, и второй ниткой провязываю снова 4 петли. 1, здесь пока все подтягиваю и держу руками. 2, 3, фактически 4, но она 5, так как первая кромочная была снята. Так, вот, это получается кромочная, и снова ее скрепляю с основной деталью. Возвращаю ее на крючок,
следующую кромочную под обе дужки, подхватываю здесь нитку, которой я вяжу эту половину, пришиваю, да, возвращаю кромочную на спицу. И теперь в обратную сторону кромочную снимаю. Первые 5 петель одной ниткой. Раз, два, три, и пятая, да? И следующие 5 петель другой ниткой. Раз, два, три, четыре. Пятая получается кромочная, которую нужно пришить. Так. И снова в другую сторону, да? Одна петля есть. Еще 4 петли. Раз, два, три, четыре. И теперь другая половина, да? Раз, два, три, четыре. И вот опять она кромочная. Так, у меня здесь все уже перекрутилось. Так, и в следующую кромочную под обе дужки. И снова подхватываю кромочную. Так, возвращаю ее на спицу. Вот смотрите, у меня начало формироваться отверстие. И таким способом на 2 нити с отверстием я буду вязать вот до этих кромочных. То есть остановиться нужно перед маркерами с этой стороны и с этой стороны. Дальше я опять соединю вязание в единое полотно, дойду до его начала и здесь сошью трикотажным швом, чтобы было незаметно. Довязала я до маркеров с одной стороны и, соответственно, со второй стороны тоже. Вот эту вот нитку добавочную, видите, с той стороны, где у меня идет хвостик, ее я обрежу. Она мне больше не нужна. Потому что дальше я буду опять вязать одной ниткой, да? И продолжаю опять-таки платочную вязку. То есть теперь соединяю эти половины. Так. И вяжу теперь одной оставшейся ниткой, так как вязала раньше. Все петли лицевые, их все провязываю. Теперь с другой стороны. Ну и в общем дальше работаю так, опять вяжу одной ниткой уже до того момента, пока не достигну вот этого маркера. Я довязала до маркеров, и я останавливаюсь с той стороны, где висит контрастная нитка. То есть с одной стороны у меня хвостик контрастной нити, а с другой ее продолжение. Вот там, где хвостик, нужно остановиться. Потому что на начальный хвостик вот этой желтой боковушки, он должен быть с другой стороны лежать. Здесь оставляю хвостик сантиметров 50, и им теперь я буду пришивать. Так. Шить я буду трикотажным швом по открытым петлям. В последнюю петлю вставляю иголку для того, чтобы эту петлю распустить. Вот так. И дальше маркер можно убрать, он только мешается. Так.
И дальше вот подхватываю первую кромочную. Вот так. Подхватываю и возвращаю иголку в кромочную и в косичку. Вот так. Так, теперь подхватываю петлю на левой спице, ее сбрасываю и смотрю, как проходят нити вот здесь. То есть я буду дублировать вот эту красную нитку. Потом я ее удалю легким движением. Мне нужно подцепить вот так желтую перемычку. Раз. И следующую перемычку вот так. 2. И вернуть иголку в сброшенную петлю. И вставить ее в петлю на спице. Красная нитка является здесь подсказкой тому, как должна пройти нить, которую мы будем сшивать. Вот она идет, красная нить, вот видно, вот эти перемычки. И то есть я эти перемычки дублирую теперь при сшивании. Раз, два. И вот желтая нить продублировала красную перемычку. Она идет ровно так же. И опять в петлю, которую сбросила я на предыдущем шаге, и в петлю на спице. И работаю так, пока петли не закончатся. Остается у меня последняя кромочная. Как я ее пришиваю? Вставляю иголку в следующую кромочную на изделие. Так. Вывожу иголку туда, затем в кромочную. Все, спицы больше не нужны. Здесь подтягиваю. И здесь мне нужно сомкнуть. Я смыкаю вот с этой кромочной. Так, вот, смыкаю. Раз. И дальше ввожу иголочку опять в петлю и в кромочную. Вот сюда. Сейчас я нитку верну в иголку. И увожу. И 2. Все.
Смотрите, дальше легким движением руки я тяну за контрастную нитку. Это цепочка из воздушных петель. Она должна вот так легко распуститься. Вот, все. Вот эти нити можно просто завязать на узел, подшить обычными нитками, спрятать на изнанке. Здесь уже как вам будет угодно. И вязание сумочки на этом готово. Осталось только спрятать все хвостики. Все-таки хвостики я рекомендую в вязании спицами подшивать ниточками вот так вот к полотну, для того, чтобы они никуда не выскочили. Сумочку я вывернула на лицо, вставила внутрь полотенца и ее отгладила просто для того, чтобы она запомнила эту форму. Смотрите, получается такая пухляша. Вот сюда вот я пришью молнию. С помощью прищепок размечаю молнию по отверстию и прошиваю его обычной ниткой с иголкой. Пришила я молнию и я набила сумку для того, чтобы вы смогли посмотреть на ее форму. Также из остатка нити я сделала ручку. О том, как сделать такую витую ручку, всего с одним маленьким шовчиком. У меня есть очень старое видео, которое я оставлю внизу, либо вот здесь по подсказке его найдете. Одно единственное исключение. У меня здесь получился в остатке отрезок нити, равный 10 метрам. Там в видео я делаю эту ручку из 12 метров, но это всего лишь погрешность мотка. У кого-то может остаться больше, у кого-то меньше. Вот из 10 метров нити у меня получилась ручка длиной в 1 метр. И в принципе для девушки среднего роста это вполне достаточно. Смотрите, как она смотрится, да? Здесь можно взять любой узор, который вам нравится. Главное, чтобы он не был каким-то особенно рыхлым. Я взяла вот этот узор, он называется «Жемчужная бриошь». Можно взять узор соты, можно взять узор просто платочную вязку. И тоже будет смотреться очень эффектно. Сумочка эта, конечно, мягкая. Видите, она очень вместительная. Я набила ее внутри полотенца для того, чтобы вам показать форму. То есть если эта сумочка будет пустой, конечно, она будет смотреться немножко по-другому. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.